Что я молчу? Я не знаю, если звук. Должен быть. Не знаю какой. Так что... Если нет. Чего нет? Хорошо, что есть. Надеюсь, он не очень тяжелый. Вроде примерно так, как было настроено. Может быть, не так. Какого хера настройки сбросили? И что, их каждый раз нужно настраивать? Что так громко? Я только что их скидывал на 25. Давно. Что? Настройки. Неужели сейвы? Я же папку создал. Ты должен работать. Я не работаю. Ну, папка есть, сейв, да. Ну чё? Поехали до того момента, когда эта игра не сломается. Я примерно знаю этот момент. I want to hear another story. Yes, of course. You've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be, but it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I won't be scared. Will you turn on the TV then? Leave the sound down like always. Now, listen. This is important. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Да, хорошо. Не дают проверить. Пролог. Йорк. Когда отображена
нравится, можно или активировать, или просто осмотреть. Большое обучение примерно, что можно делать. Ради помехи. Дайте-ка менюшечку, пожалуйста. А что так было громко-то в ролике? Я ролик этим параметрам не подчиняется. Ролик не подчиняется. Так, небольшой пролог в очень странном месте. Странным. И все очень странно в этой. Часы так странно тикают, хотя само помещение заставляет чувствовать себя так, как будто время остановилось. Есть, карта. Если посмотреть на время в правом углу, то оно не совсем остановилось. Скорее оно наоборот движется с какой-то невероятной скоростью. Кукла, изображающая толстяка. На ней табличка. Sorry to keep you waiting. It will start soon. It's about time to get started. Zach. Камон. Zach. Не, подожди, я хочу подобрать там карточка была. York. If you can hear my voice, could you respond? Карточка была, которую хотелось бы подобрать. Good. I thought you went to sleep. Zach, don't be surprised. The crime took place. Придется немножко промотать, иначе карточку почему-то нельзя забрать, если неправильно и две вещи осмотреть, а потом что? Можно? Быстренько заново. Честно. Конечно, карты не имеют какой-то большой ценности, кроме того, что связан один дополнительный квест. Вот эти карточки героев, ну не только героев. Вы получили Фрэнсис Морган, главный герой. Ну и за них еще дают голду. Мне кажется, что этот звук смотрит. Чего происходит? За ересь. Замечательная игра. Вышел в главное меню, звук нахер улетел на 100%. Как? Из-за чего? Из-за того, что я не сохранился? Вроде как я это в главном меню настраивал, то есть должно и так сохраняться. Или оно просто не сохраняется? Сейчас еще, если не будет работать с сейвы, не, ну должны работать. Даже... Вот, судя по тому, что звук не сохраняется, может быть и сейвы тоже не сохраняются. Сейчас, подожди. Измененные настройки будут сохранены во время следующего сохранения. Это надо... Прикольно. То есть они сейчас не... Сейчас они как бы сохранились, но если ты выйдешь из игры до следующего сохранения, то они кинутся обратно. Замечательно. Отлично. Слушайте, а по-другому никак нельзя было, чтобы сразу менялись? Не менялись, чтобы сразу. Вот. Там они помехи. Это все.
Zach, can you hear me? It's me, York. If you can hear my voice, could you respond? Good. I thought you went to sleep. Zach, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zach? Sure, that's one way of looking at it, but it's totally wrong. Listen, they both need each other. It's called interdependency, and they both know it. Yeah, I know. He does terrible things to Tom. Nasty, even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think about it. His actions. He's always asking for it. It's his partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof? Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Hello? Zach, I can't believe the Bureau still can't get me a satellite phone. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zach? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into her nails? Crazy. Just crazy. Well, at least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women. They're crazy. Don't you agree, Zach? Zach, there goes the civilized world. Я надеюсь, что звук вернулся на место, потому что ролики, видимо, меняются в какой-то другой системе. Звуковой. Их все настройки не распространяются. Потому что влетели мы, так сказать, на некоторую сумму. Но, с другой стороны, как ни странно, данная авария еще отразится на геймплее. Да нет, в смысле нормально все. У меня звук в игре стоит на 25%, ну как вот настройки вот эти звуковые, 25%, а ролик, по-моему, шел на все 100. Просто. И у меня я чуть не оглох. Даже наушники снять, потому что ну, слишком громко. Что скажешь? Вот не везет, придется оставить
тебя здесь, дружище. Как долго мы были вместе. С тех пор, как я присоединился к бюро. В общем-то, его надо... Машиночку. Он еще появится. Данный автомобиль. Так, в итоге мы оказываемся под проливным дождем. Где-то в лесу. Начинается геймплей. Не знаю, как там у тебя. У меня было громко. Тут есть зачем-то сейф. Вообще сейф нужен для того, чтобы вкладывать предметы. Положить достаточно ограниченный инвентарь. Несколько предметов есть. И несколько видов оружия. Чтобы, так сказать, складывать все, что мы найдем, если нам не хватает места. Есть. Вот это самый кейс. Ну и потом, соответственно, с него можно все забрать. Зачем он здесь нужен, понятия не имею. Здесь у нас ухаживать не. Все. Управление достаточно сильно похоже на Resident Evil 4. Ну, даже на PC. Точнее, на геймпаде, наоборот, на клавиатуре с мышей. Чтобы прицелиться, нужно сжать пробел. Как в старом добром PC-версии Resident, правда, стрелять на мышку, а не на кнопку. Все знакомо. Да, есть наш главный герой, это профайлер ФБР, то есть он ставит портрет убийцы. Вот. Поэтому в игре есть вот такая штука, типа начать профилирование. По мере того, как мы находим подсказки на уровне, эта картинка вот эта вот, она типа такая выполняется. Но довольно часто она происходит. Само по себе это действие. У нас есть 3 подсказки, когда мы найдем мы сможем увидеть как бы полную картину. Не знаю откуда, потому что там некоторые вещи, которые он физически не видел, мог видеть. Но так уж сделано. И лучше всего начать это профилирование, чтобы увидеть картину после 3-го раза. Потому что до этого это будут такие разрозненные картины в кратном времени. Сквозь туман почти ничего не видно. Дорогу могло размыть дождем. Хераси. А тут, значит, нормально, а там размыло нахер. Незачем самим лезть на рожон. Вообще там красная херня, как в Devil May Cry. Это как бы ограждает нас от походы не туда. Там достаточно часто. Практически везде, где будут битвы, на двери будут вот это вот красная лоза. Окутывать двери и выйти. Все знакомо. Huh? Вот тебе и мои надежды на мирный пикник. Делай одолжение, оставайся на чеку, Зак. Да, Зак, кстати, это, как бы сказать, это такой... пока что это как внутренний голос. Да, главный герой к нему обращается, когда о чем-то... Второе я. Немножко сумасшедший. Ну, казалось бы. На самом деле, немного сложнее, так чуть-чуть.
Так, гражданочка, подскажите, как отсюда... Гражданочка. Видимо, она огурцы жила. Хотя огурцы бесконечные. Конечные. По-моему, здесь раньше были бесконечные огурцы. То есть ты брал одну, уходила, она появлялась. Брал одну, уходила, она появлялась. Или это может не... Давай посмотрим. Супер навороченный генератор. Мы открываем двери, которые почему-то на электричестве замкнуты. В общем, все достаточно странно здесь работает, и сейчас все станет еще более странно, потому что начинается чистый Resident Evil, только еще более японского разлива. То есть появляются вот такие вот враги. Таинственная тень. Первый ключ. Ну и первый бой. То есть в голову они убиваются очень быстро. Но чтобы нацелиться в голову, нужно еще нажать правую кнопку, тогда практически автоматически более-менее к голове Йорк прицелится. И такой вот первый бой. Начинается чистейший, фактически. Я, кстати, не помню, а можно ли ходить? Даже ходить нельзя, то есть это фактически. Только здесь еще есть автонаводка. Причем достаточно жесткая автонаводка. Почти на голову нацеливается. У нас сейчас есть пистолет, у него бесконечные патроны абсолютно, но сейчас он хорош, а потом будет, ну так, плохо. У некоторых врагов достаточно сложный. Достаточно долго, я бы сказал. Начать профилирование. I've been through a lot of crazy situations, but that one takes the cake. It's the first time I've been attacked so directly. Еще интересно. Zach, can you give me a logical explanation about what that was? Never mind, don't answer. Life is fun because of the mysteries. Right, Zach? И чувак не обратил внимания на то, что напали какие-то зомби, говорит, ну, так даже интереснее, как бы. Единец, это все, чтобы восстанавливать. Да, кстати, у Йорка есть жизни. И есть энергия. Когда мы бежим, так, она начинает заполняться. Насколько я понимаю, когда она заполнится, то стрелять становится сложнее, даже автонаводка не помогает. И для того, чтобы успокоиться, есть и... А, вот, кстати, тут леденец. Есть вот леденец, еще что-то, кофе, по-моему. Вот, да, они вот. Важный телефон нужен для того, чтобы сохраняться. И он дает дополнительно. То есть мы как бы делаем отчет в офис ФБР, и за это нам дают 10 баксов. А вот. Отчитались о ходе расследования. Как бы такая вот. Вообще, деньги дают очень за многое. Кстати, если вот так выстрелить, то есть вот сейчас эта дамочка уже умерла, но она очень долго умирает, при этом она блочит все, то есть я не могу пройти. И также не только я не могу пройти, если с нее что-то выпало, то я не смогу подобрать это. Но чтобы они быстрее умирали, то нужно стрелять 2 раза. Да, они фактически ментально умирают.
можно ломать ящики, но ломать ящики лучше всего не с помощью пистолета, потому что это очень долго. С помощью всяких труб. Стальных трубок и так далее. Они достаточно часто встречаются, собственно. Да, они ломаются. Есть срок их службы. Но при этом они намного быстрее ломают все эти деревянные предметы, чем пистолет. Кстати, можно не в него, а в бочку убить двух зайцев. Так. Хедшотов вот эти враги, конечно, отъезжают. Прям очень. Вообще без проблем. В принципе, знаю, тут есть еще управление машиной. Тут о том, хорошо ли управляется игра с клавиатуры. Пока рано, потому что я не доходил до машины. Но вот просто так. Да, именно. В пешем режиме достаточно управление из клиента знакомо. Даже еще удобнее. Не надо нажимать на Enter и так далее. Удобное. Прощение. Хотя они вполне могли здесь. Так порт сделали, что у него играть невозможно. Генератор сильно поврежден. Так, похоже, убийца не пришел. Он пришелся совсем не по нраву. Абсолютно не. Что топор прилетел прям в генератор. Не понять, что происходит, очень сильно. Какая-то просто дичь. Сразу дичь. Машина сломана топором. Осталось. Нажал случайно. Я думал забрать эту. Вот, типа. Фактически это взгляд в будущее. То, что здесь видим, это немножко будет потом. Взяли блок предохранителей с разбитого генератора. Охренеть. Абсолютно непонятно. Может быть, чупа-чупс. Так, вот это лучше не бить, а то можно взорваться. То есть вот эта почка здесь стоящая. Случайно ее зацепить, то бабах. Где-то бабах. В двери можно заходить вот так. А, закрытый дверь. А, замок там. Замок. Замок открываем. Можно заходить спокойно, но это долго, а можно просто с разбега. Намного легче. Есть некоторые пазлы, ну как пазлы, просто вставить сюда взятый нами ранее блок предохранителей и, собственно, бабах, все работает. Подача питания теперь должна наладиться. Поспешим, Зак. Ну и доплата. То есть баблишка капает прям за все.
опасный ты парень. Amazing. Эти парни нас не убьют. Они очень опасные, то есть у нас много хп. В отличие от того же Резидента, здесь очень много хп. По крайней мере, для обычных этих вот, ну, будем называть их зомби, хотя они совсем зомби, потому что, ну, я так понимаю, что их, ну, это не бывшие люди, это какая-то такая, я даже не знаю, как типа сна или, ну, то есть такое психическое, наверное. Так что это не совсем зомби, достаточно похоже. Граждане. Влезают они вот из такой вот маном. Вот. Я подставился немного. Так. Тут игра начинает испарять врагов. Amazing. Дело, конечно, они получают мало. Тоже достаточно. А, вот так и думал, не успел. Это достаточно... По-моему, бесконечно лезут, ну или почти бесконечно. Проще, конечно, просто смотаться. Человек в красном, тот самый, из-за которого мы попали в аварию. И КТЕ. В принципе, КТЕ здесь, по-моему, не очень... Ну, то есть они иногда достаточно быстро происходят, но при этом все, что нужно сделать, это нажать кнопку. А зажимать тут практически ничего не надо. Если в некоторых моментах дыхание задержать. Вот те самые красные корни, которые заблочили нам выход. По-моему, здесь ни с кем сражаться. Красный стебель. Вот начинается финальное. Профилирование, которое, ну, небольшой взгляд в будущее. Интрига какая-то. В целом. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sign. It said, "Tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate." Да, насчет кофе это не просто так. Вот это типа нормальный мир. Вышли из леса. Оказались рядом с местом, куда ехали. Их зомби теперь нет. Какой красный. Красного неба тоже нет. Но придется идти пешком. Ну, графон, конечно, не впечатляет. Ну, просто надо привыкнуть. Или привыкнуть, или не привыкать вовсе. Мне на самом деле, ну, как бы плевать, типа, как это выглядит. На табличке написано: "Добро пожаловать в Гринвейл". Гринвейл. И Гринвилл. Гринвейл. Наконец-то мы добрались, Зак.
режим. Полосочку усталости. Выполняется. Now you were very late. Эмили Уайт. Заместитель шерифа. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Колеса вроде круглые. FBI Special Agent, Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. He should be back soon. I see. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? My car broke down, that's all. Здесь графон становится еще хуже. Ну, опять же. She's easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world. By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho. Don't want that, do we, Zach? Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. Джордж Вудман. Стив Гринвелл. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Could you tell me why the FBI is so interested in a small-town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profiling. Both our superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profiling sample, but I need you to understand that. Of course. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right. Don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Do you need anything else? Thanks. That'll be all. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that. We really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife here. Zach, let's reassess the situation. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Собственно, после каждой миссии, ну как бы, каждой главы, в которой разделена игра, появляется такая вот статистика. Общее время, сколько дней потрачено, идут дни расследования, каких-то врагов и число раз, сколько вы повторяли игру. Умерли. Так. Скорее всего, просто... И за каждую главу тоже начисляются деньги. Плата за задание
Задолженная заработная плата. Это не очень понятно. Странный перевод. Я так понимаю, все, что мы насобирали там, все далее и так далее. Вот это еще один вид оружия. Это пулемет, но его просто так не дадут. И у него как раз таки уже... Previously during the investigation. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenwood. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. Опять очень громкая катсцена. It's broken. I've been using that one for a long time. Why didn't you get it repaired? This TV is important to you, right? It's got some memories attached to it, sure. I used to watch movies on this thing with your grandma all the time. Grandma liked movies? Of course she did. Everyone loves movies, right? I love movies too. I've never been to a movie theater though. Так, эпизод первый. Первый день расследования. Опять это странное место. Понятно где. И еще одна карточка. Ангел и Стак. Номер 4. Сахарный пончик. Что он скажет про сахарный пончик? Пончики с сахаром слегка утоляют ваш голод. Кстати, голод, по-моему, тоже здесь. Написано, значит. Я голодный. А, да. Вот здесь. Сон и голод. Все очень заморочено, причем некоторые, достаточно многие люди считают обзоры. Читать на эту игру. Вот эти все навороты, которые этого мира, голодом, сном и так далее, это не особо надо. Лучше бы сконцентрироваться на более линейном сюжете, который хороший. Все остальное здесь выполнено в таком выдержку обзора почти каждого почитать. Мне то же самое будет написано. Конечно, понять, что здесь происходит вот так с бухты-барахты. Что это черти вот эти вот. Что это за красная дорожка. Но все это имеет некоторое значение. Хотя добраться до него в этой версии, в PC-версии, достаточно иногда практически невозможно. Никакого терпения не хватит. Тут нам говорят об еще одной механике игры, о том, что вот зомби-подобные граждане, они не очень хорошо видят. Поэтому, если еще и держать дыхание, то вы становитесь фактически невидимым для них. Это будет использоваться. Но, правда, я думаю, что не в плане именно какого-то стелса, когда мы боремся с вот этими вот врагами, а в плане вот главного нашего врага, это вот этого мужика с топором в красном плаще. Он реально опасен. Его просто так не возьмешь. После задержки дыхания
С обычными врагами обычно используется пистолет, автомат и так далее. Who are you? Ручка квадратная. Точнее, 6. Колеса были. Маринованные огурцы слегка удаляют ваш голод. Zach, the symbolism in my dreams continues to intensify. A forest of red trees, a carpet with red leaves, a strange doll, and twin angels. But that child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. I just can't remember where. Well, it'll probably come back to me eventually. For now, we need coffee. Let's head to the cafeteria, Zach. I hope they have some real coffee. I really need some coffee. Then we can head to the sheriff's office. There's a proper procedure for everything, right, Zach? Спокойно, спокойно. Будет тебе кофе, тут недалеко. Вот, разъяснил он, что произошло до этого. Немножечко. Какие ему сны снятся. Крайне непонятные. Ну и, собственно, нужно выпить кофе, но сначала можно надеть костюм. Причем, опять же, костюмы не просто так костюм. Костюмы для того, чтобы их менять. В плане, они грязнятся. Как бы вот. Долго носить костюм, и потом, по-моему, летать мухи вокруг. Я помню, некоторые могут обращать на это даже внимание. Я не... Еще, по-моему, у них есть какая-то функции разные. Здесь их не особо можно разговаривать. Я пока оставлю свой. Вполне себе нормально. Также можно побриться. Но и борода, как и в Моке 3. Мама дорогая, растет. Более щетинистым. Это, кстати, можно пронаблюдать. Так что. Так выглядит карта уровней. На самом деле, более-менее понятно. Обозначение на карте. Зданий. Достаточно ясно. Опять же, гостиница достаточно опять необычная. В этой игре вообще практически все необычно. И с каким-то своим некоторым сумасшествием. Примерно как если смотреть фильмы «Апокалипсис сегодня», там в какой-то момент ты понимаешь, что все граждане военные, там, абсолютные поехавшие. Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Так и здесь. Вот эта хозяйка
гостинице Полли Оксфорд. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Is everything all right, Mr. Morgan? Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? А давай, отличная идея. Anything else you'd like to know about? О здешних магазинах расскажите, пожалуйста. В смысле, а где разговор? Ну, типа, проехали, да? Типа, неважно. Там найду как. А теперь кофе. И ты предсказывающий кофе. Что же нас ждет впереди? Did you see that, Zach? Clear as a crisp spring morning. F.K. in the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Now then, let's get going. Куда-то скипнулся диалог, видимо, я не успел нажать. Ха. Ладно, вот такая вот у нас хозяйка местного заведения. Выделила нам шикарный номер, шикарный стол. Но нам, видимо, пора в участок. Поели, чайку попили и на выход. Сначала можно опять же снять. Oh, hi. Эти диалоги уже не озвучены. Он падлу. Привыкли, что можно и так. Если вам что-то понадобится, вы найдете меня в приемной. Я продаю гостям товары повседневного спроса. Их у меня немного, но в тяжелой ситуации они вас выручат. Выходит, вы еще и продавщица? Да, конечно. Кофе идет в комплекте с завтраком. Не волнуйтесь, обслуживание здесь не хуже, чем в любом модных городских отелей.
Отлично, спасибо. Так, ладно. Вам что нужно? Вообще просто поговорить. Опять я не нажал, да. Неужели работа вас совсем не утомляет? Интер это неожиданно выход. Очень привычно. Пожалуйста, попытайтесь отдохнуть, пока вы здесь. Кушайте и набирайтесь сил. Еще что-нибудь? Так, а что продается? Всякие кофе, сигареты, крекеры, пончики. В принципе, это все пока не нужно. Вот это, кстати, прикольно. Вот это вот мы купим. Это удочка. Тут можно и рыбачить, не только в Final Fantasy 15. Можно заняться рыбалкой. Но уже здесь. Для этого нужно приобрести удочку. И там, честно говоря, ловить мы будем совсем не рыбу. И просто на века. Червяк обычный, кстати, стоит 120 баксов. А удочка стоит... Понятно сколько. 100 тысяч. Одна единственная. Так, я так понимаю, это по 6 продается. Давайте еще. Гостиница Оленья опушка. Кончить вам. Проверить погоду. Днем будет ясно и солнечно. Прекрасный день для прогулок. Вообще еще и дождь идет. Дождь может начаться. Яичко, что сам лежит в микроволновой печке. А яичко в микроволновой печке, в принципе, означает, что... Очевидно. Очевидная шутка. Пойдем. Пойдем на выход. Остановился. Выбить нахер. Ну, первый день расследования оказался... Ну, во-первых, это не день расследования. День еще вроде как не прошел, это только утро. Почему? Тоже был. Ну, сохраняться, ну... Я не уверен, что игра пройдется дальше, чем 4-ю главу, потому что она будет вылетать постоянно или ломаться еще. Я попробую. Очень уж хочется ее пройти, не знаю. Какого-нибудь нового God of War не хочется так пройти мне, как она меня бесит тем, что она непроходима. Так, нам подогнали машину. So we have King George to thank for preparing a car for me. Тут можно ездить A и на pleasant машине. surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin. И сейчас мы узнаем, как это делать на клавиатуре. Ну, поездки на машине бывают разные в этой игре. Сейчас увидим, как... I have to tell you, Zach, this place simply amazes Как me. это происходит. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Оба-на. Так, если тут какая-нибудь странная фигня. Есть поворотники, кстати. Правый, левый, дворники.
сигнал есть. Все до мельчайших подробностей. Мастер-ключ. Пушку непонятно. И самое интересное, здесь есть вид от первого лица, ёб твою мать. Борзин. От первого, блин, лица. И в поездках по дорогам можно перетереть с нашим внутренним другом Таком. Сначала я бы... Понятно, так карту нет. Марш... Да, давайте. Они вообще трещат о кино. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes? Filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in '95. The 87-minute-long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Такие вот обычно разговоры о кино между собой. Ну, собственно, мы доехали. Полицейский участок Гринвейла. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zach? Хорошенько утоляет ваш голод. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. Томас Маклейн. Помощник шерифа. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, just doing my job. Well, I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Он просто очень Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay. Let me know when things are ready. Zach, Thomas appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Видишь, Йорк считает, что это нормальный парень, в отличие от таких там
Альфа-чей, типа. Прям. Оба-на, тут карточка. Показывать. А здесь наша цель какая? Нет, по-моему, должны подписывать. Это, вот, сверху. Пикал. Ну, такой значок означает, что у него какой-то... Это квест. Больше тут... Дополнительный квест. Погода хорошо. А не карточка. Я пришел. Не то место. И вернутое. Плохо. Плохо в ориентировании. По картам. Она в другом части. Kitchen Room, то есть. Сэндвич с индейкой. Такое есть карта. И тут еще много чего интересного. Гантеля. Гантеля. Zach, there's a name written on this dumbbell. Arnold. I haven't met anyone by that name yet. Could it be the owner of this dumbbell? What do you think, Zach? Гантеля по имени Арнольд. Арнольд. И она является частью квеста. И здесь же лишь это ключ. Ключ, в котором прикреплен брелок с серой белкой. Он из полиции. Собственно, этот ключ, он один из ключей, которые мы должны найти, чтобы в картотеку попасть. Тот самый, который он потерял. То есть мы находим разные ключи абсолютно. Их с какой-то там белкой. По-моему, с белкой летягой. Типа. Ну, по-моему, с белкой летягой там... Эти моменты я хорошо помню, потому что, ну, до определенного момента игру я проходил раз 3. Пытаюсь сделать. Боюсь, что скоро настанет и 4-й. Я разве тут в картотеках. Ладно. Кент Йорк, вы нашли ключ. Он вообще сам говорил, что... Я, по-моему, помню, что это не те ключи. А с американской... Блин, пропустил я. В общем, это не те ключи. Фактически. В итоге нам нужно найти именно острохвостый. Потеряли ключи, и теперь агенту Йорку приходится прям вот продать чья вот эти вот
Правильно. Представлять человек так мучиться, собственно. Только приехал. Какое впечатление может сложиться в данном... Вот он. Джордж. Я зашел сюда, чтобы квест делать. George, do you work out every day? Of course, Agent Morgan. Exercise keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. Now that's impressive. Remind me to get more exercise, Zach. But I can't do my full routine today without Arnold. I haven't seen Arnold around since yesterday. Arnold. He's a training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, let me know, will ya? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for him. Пропавший Арнольд. Номер 4. Не знаю, где первые, вторые и третьи. Квесты. Вроде как это первый сам. Мы его встречаем сам. Это уже четвертый. Так, ну это все понятно. Я нажал вроде проверить список. Проверить список по заданию. Собственно, у нас уже все есть. Это вот он самый. Арнольд, который лежал на кухне. George, I found Arnold. Really? He was a bit hard-headed, but I got him to come back. Huh? Oh, Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Here's a little something to show you my appreciation. Карточка. Арнольд и Сильвестр. So that makes us even. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. No changes to how we work together. Just bear that in mind. Zach, he needs some friends who aren't so dumb. Вот на отсылке к опять же, известным деятелям кино. Hi. Здорово. Некогда, понятно. Ну, Томас-то нам потерял ключ. Да. Томас уже обеспечил нам, так сказать, прогулку по всему. Хорошо. Лестница. Участку в поисках ключей. Спасибо ему большое. Можно как раз осмотреть. Простите, громлю немножко собственность. Ага. Оба-на. Пули. Это для пистолета-пулемета, где пули... В обычном пистолете пули не кончаются. Они конечные. А вот во всяких уже дальнейших оружиях, покупаемых, по-моему, они только пули заканчивают.
Продолжим. По-моему, я нашел нужный. Больше я не помню, что. Факт. Давайте попробуем. Можно ему предложить разные ключи, и он типа скажет. Тот ключ. Тот ключ. Там. Это вот. You found the key. That's the right one? Нет. Yes. Да? A southern flying squirrel. Так вот. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please Вообще, go to the можно meeting было room. детей ему предложить. Он тут целую лекцию Okay, I'll be waiting for you. выдал о том, что Well, это Zach, такое. we just got Что-то here я не and стал. we've cracked a big case already. Если бы предлагали ему каждый ключ, то рассказывал обо всем подробности. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him, and some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them myself. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Восхитительный кекс. И поездка в городскую больницу. Морг. Идет нас далее. Конечно. Сохраняется, кстати, не автоматически. Надо включить автосейв. А я его помню. Не знаю, как он работает, автосейв. Но чем его вообще не будет. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Да, тут время, кстати, имеет большое значение, потому что все работает по времени. Про квесты нужно до какого определенного времени. Иначе там все закроется.
и так далее. Все работает по Agent Morgan, get us there своему quickly, расписанию. but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Так, тут, правда, начался дождь. На что там были дворники? Вот. Ну, кстати говоря, тут ни хрена нету. И что? Кроме вот этой точки в 1852 километра. Тут ни хера нету GPS. То есть никто стрелочку разного вида вам не нарисует. А как выехать-то отсюда, братья? Это я сделал круг и так и не понял, где у вас тут выезд. Придется открывать карту и типа такой вот, только не эту карту, а другую карту. Открыть карту и понять вообще, как туда добраться. Да, вот эту карту. Ищи карту нельзя. Значит, нам нужно вот сюда вот. Самый такой изящный способ было добраться. Это значит сначала свернуть налево, потом свернуть направо, потом еще раз вправо. Если я правильно, да, понимаю? Сейчас. Кто-то хотел поговорить? Говорим? Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely, flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. Я надеюсь, я в правильном направлении So, еду. Emily, tell me, is there really a need for a full-time sheriff in a small town like this? I'm sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Fights, runaways, stray pets. You're too fixated on violent crimes. Our job is to guide the people along the correct path, first and foremost. Now, that's what I consider to be my duty as the sheriff of Greenvale. Zach, there he is. The monarch, in all his glory. Kind of makes me glad that I wasn't born here. Did you say something, Agent Morgan? No, nothing, George. I was just reflecting on a little... Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. Okay, which right now is driving. Ну, машина едет более-менее нормально, хотя, можно сказать, что немножечко медленно, хотя... Нет, 40 миль в час. Не, ну это немножечко медленно. Ну, то есть как, это нормально, то есть... Нормально. Это где-то есть 60 километров. Более-менее. Машина может двигаться очень медленно. Вот очередного бага. То есть она может быть абсолютно... то есть 10 км в час где-то едет, задний ход вообще смерть, а передний 10 км или миль в час. То еще удовольствие так и... Не знаю, из-за какого бага это происходит, но из-за какого-то происходит. Отвратительно. Кстати, Гринвиллская больница. Забыл включить это сейва, да?
That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Большеротый. Hello, Sheriff. Ох. Фиона Веснушка. Медрегистратор. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime, the murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Я хотел включить... Эй. Пожалуйста. Параметры. Собственно, такая вот дама. С ножками на носу она выглядит как школьница. Любопытно, смелая ли она медсестра. Давайте потрындим. Трындеж этим конечно. Надо искать его. Там по карте. Закрытая дверь. Закрытые двери, видимо. Открываются. А, вот значок-то есть. Камон. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place.
The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Первый пазл в игре, да, есть загадки, который в правильном порядке нужно расставить 6 фигур, да, 6 шахматов. Так просто, если вы вообще ничего не знаете, что такое ладья, король, версии, так приходится, может, придется загуглить на самом-то деле. Факт, что у меня даже получится. Итак, король минует ладью и встречает слона. Значит, по сути, мне кажется, что ладья должна быть на первом месте. Ладья. Потом король. Король, по-моему, это вот отчет. И он встречает слона. Слон — это вот этот парень. Конь кидает пешку ферзя. Тут не очень понятно. То есть, что сначала должно идти: конь, пешка и ферзь. И пешка, конь и ферзь. Вот. Что значит съедает? Впереди или сзади? Или, возможно, я вообще не прав. Ну, предположим, что как бы вот так вот. Хорошо. Первого раза не... Zach, something is still missing. We need more clues. Попробуем еще разок. Король минует ладью. И здесь не должно быть поменяться. Встречает слона. Конь съедает пешку. Сначала ставим коня, пешку. Идеи начинают заканчиваться. Zach, something is still missing. We need more clues. Или возможно, но сделать немножко по-другому. По-моему, здесь. Ну. А тут мы поставим так, так и так. Сложно. Реально непросто. Хорошо. Zach, something is still missing. Давайте. We need more clues. Есть некоторые подсказки. Здесь вот на стене есть плакаты. Проблема в том, что я не очень понимаю, в правильном ли порядке они расставлены. Есть типа конь, пешка, ладья, слон, королева, король. Если подумать, что вот так вот они расставлены, тогда не очень получается само по себе. Подумать, что они так расставлены, то как-то не сходится с тем, что у нас есть в подсказке. Странно там. Король минует ладью. Часть слона. Возможно, стоит сделать так. Король, ладья, конь съедает пешку. Конь, пешка, ферзь. Просто, типа, надо было расставить все как есть. Как идет, так нужно.
The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Вы получили ключ-карты от подвала, ну, от морга. Вот такая вот догадка. Достаточно неплохая, не с первого раза. То есть можно и с первого раза ее решить. Она не особо сложная, если так подумать. Просто расставить так, как дается, собственно, все в подсказке, так и расставить. Сразу пройдет. Ломать себе же самому. Попытками. Расставить все, как вам кажется, правильно. Абсолютно неудачными. Он. Да, еду быстрее. Хотел еду посмотреть. Еда. Все прям полный желудок. Usha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Asha Johnson, доктор. Ну или патологоанатом. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion.
The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means? She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that, or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. A case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Оба-на, геймплей пошел. Смотрим тело. Убитый. Следы испарившейся жидкости вокруг глаз. Она должно быть плакала перед... Она лежит на столе, спасибо. Как-то более... На пальцах аккуратно наклеены накладные ногти. Язык отрезан, остался лишь обрубок. Судя по всему, она что-то держала в руках, но потом 6 часов спустя после смерти предмет забрали. Предмет был круглым, с выпуклостью в виде... По-моему, все это мы уже как бы слышим. Новенькое? From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining. But you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply
chopped off. I'll show. Are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate, yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator, is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. Ah, the perpetrator. Bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Плохой набор. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? My first victory in the Grandmaster ranking. Шах и мат. Пушка для гольфа. Такими орудиями можно пользоваться. Ну и, собственно, основная часть геймплея сводится к вот этому странному... этой странной смене обстановки. Вышли, называется, покурить прямо в помещении, а тут... Zach, they're here. А тут вот они. Кто бы они... Придется с ними собраться. По делу. Честно говоря, переходы туда-сюда довольно странные. Ну, то есть, что это такое? Выяснятся ли эти переходы в непонятно что в конце? И где-нибудь? Например, в, опять же, японской игре Persona 3 примерно было то же самое, но там объяснить. Есть какой-то вот час между 12 и 11, 15 или 12 часом, который как бы не будет, но при этом во время него вот появляются всеячки, с которыми в игре и борются. Когда школа превращалась в крепость. Крепость, а башню, в которой надо было подниматься. Там это тем, что какой-то час такое происходит. Здесь пока это никак не объясняется, ну просто вот так. Принять надо как должно. Пулю можно было
падать, пока не нужно. Собираю себе, только сбиваю его. Да. Тут уже во врагах не всякие там колхозники. Здесь враги медсестры. Очень напоминает, опять же, какой-нибудь салон. Вот примерно таких же врагов делать. Yes. Я думаю, если их сравнить, можно найти много похожего в их дизайне. Кстати, стою так на чей. Слава богу, никто. Из нее не вылез. Не помню. По-моему, тут тоже есть какой-то быстрый разворот, но как в том же Resident. При этом, как его делать на клавиатуре, я в душе не знаю. Нужно что-то зажать, а что именно зажать, я понять. Приходится самому камеру ворочать. Спокойно. При почти каждом хедшоте он такой бузай говорит. Такие другие комментарии дают по поводу своей замечательной стрельбы. Играем. Девочки разные. Совсем здесь для этого. Карта от центрального здания. Тут же на нас так сказать, наваливаются, но как-то сказать, что наваливаются. Пара мопцов. Вообще, я не помню, чтобы игра была очень сложная в плане стрельбы и так далее. Хотя сам ее до конца не проходил, как смотрел. Без прохождения. Там проходил только некоторые, ну, которые мог по техническим причинам пройти. Правильно. Там в принципе никаких проблем особо. А где есть проблемы, там спокойно пройти. Ножи всякие дают, ну. Аптечки. Пила огромная количество. Можно тут поспать, но как-то такой обстановочке. Думаю, что это хорошо. Хорошая идея. Вот, а вот сохраниться это всегда хорошо. Опять бесконечные чупа-чупсы. Интересно. Там показано, что их это 3. Вот новые враги.
ним. Вместо медсестричек, точнее, вместе с ним. Охрана тоже стала на сторону парей, к сожалению. И сговорилась с дамами в медицинских халатах. Какой-то, видимо, пациент. Ё-моё. Вот эти потрошило. Here! Over here! Придется прям так побегать за юбкой. Не за призраками жертвы. Так, вот здесь. Оп. Граждане. Мешающие. Я их оббежал. В принципе, за них как-то особо кроме денег ничего не дают. Все парятся. Аптечками закидали прям как шапка. Одна карточка. В любой момент, где можно засейвиться, лучше засейвиться, тем более здесь это происходит крайне быстро. Ключ ко входу. Понял? Там за дверью, правда, толпа мобов может меня принять. Ясно. Перекур. В одной из них перекур. Отрицаю. Вот он выход. Сейчас фактически наступает такой момент перелома. До этого момента, в принципе, все проходилось отлично. То есть никаких проблем. Машина нормально ездит. ППС не падает, не дропается. Никаких вылетов. Ничего такого. Отличная вообще, как бы, версия, типа, все нормально, с управлением, почти никаких проблем. Даже на PC. И вот это первый момент. И реально должен произойти вылет. Вот он будет постоянно, если ничего не делать, он не прекратится. Будет постоянно происходить. После вот этой битвы с первыми гражданами с огнестрелом, их будет впереди еще много. Ну, эти вот с дробовиками парни, с обрезами. Опять же. Они достаточно долго целят. И зачем-то еще подходят. Дропается. Как же долго он умирает, матерь. Выстрелить второй раз. Прям такой. Отходит в свой пирог очень. Ну и соответственно. Вот мы типа всех убили.
выйти. Но вряд ли у нас это получится с первого раза. Отпускает. Кстати, вышли, ёпта, может работает, слышь, может все починили. Надо выпить за это, только нечего. Вот на этом моменте на загрузке игра просто... Всё. Я ушла. По-моему, именно на этом моменте. И после вот сцены. Who's that old man? Или она просто... That's Harry. Harry Stewart. Я вижу все. One of the bigger problems around here. Хорошо. His father started up the lumber trade and founded this town. Кроме того, что управление с геймпадом as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. Не факт, что... And just FYI, he owns almost the entire town. Пока радует. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Гарри Стюарт, таинственный парень в таинственной маске. У него, видимо, опять дрём. Mr. Francis York Morgan, на горле у него haste проблемы. won't lead you to what you seek. Keep your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Майкл Хиллотсон. Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan, information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Еще одна статистика. 57 врагов, но я столько напал, да я там один враг за 2 считается. 57 где? Сколько не было? А, или это всего? Все равно это. А, это автосейв. Я включал автосейв, и теперь мне не нужно. Здесь-то ничего. The body was found in the Greenvale Forest Park. That's west from here, and too far to walk. A forest park? It's the pride of the town. It has a beautiful trail leading to a viewing site over Velvet Falls. That does sound fantastic. Show me the sights. That may have to wait. We promised to be there by 1800 to interview the first witnesses to the crime scene. Так, вот появился вот такой вот значок. Можно их отослать, типа.
Они просто уедут туда, нам до 18 успеть. Есть такой вот отметка на карте. Это, ну, это довольно странная штука, потому что, ну, как бы, я все понимаю, но это перепрохождение, то есть вот этой вот основной части. Для того, чтобы найти карточку. Тут очень любит карточки. В принципе, тут можно просто бежать, то есть ничего особо не надо делать. Вот, то есть важные улики, на самом деле они тут как бы не остались, мы все вроде как нашли, прошли. На самом деле сначала, но при этом, по-моему, становится чуть-чуть больше врагов. При том же убивать этих врагов особо не надо. То, что я хочу, это можно собрать здесь всякое. Ну, я помню карточку, поэтому. А, тут еще можно вот собирать денег. Конечно, реально есть. Не очень понимаю, почему бы не давать все карточки и так далее сразу. Скажем так, заставлять. Что за наглость? Кровопийцы! Блин, они так стали, там проход, и хера не пройдешь. Как назло. Назло хоть что-то не ставится. Кофе. Самый кофе. И сюда. Это почему? Прицеливание перестало работать. Собрать всякого. То есть тут фактически тот же лут. И можно, пробежав всю эту... Не выстрелил, кстати, в меня. Пробежав всю эту локацию достаточно сильно. Вот уже нет места, чтобы взять стальную трубу. Как-то автоприцеливание немного сломалось, если честно. Оно нацеливается теперь почему-то в
сторону головы. Не в сторону головы, а наоборот, в сторону туловища. Здесь вот лежит. Я помню. Ой-ой-ой. Nice shot. Great. Nice shot. Вооруженная тень. Номер 30. Только для этого. Так фактически каждую миссию можно будет перепройти. Стоит ли оно того? Если там играть на 100% ачивки, без этого без этого невозможно пройти. Что такое? Невозможно пройти игру на 100. Квест, который дает один из владельцев магазина. Каждый этап которого это ему нужно принести определенное количество данных карточек. И он заканчивается, когда вы принесете и соберете все. Как-то так. Казалось бы, дурь дурью, но вот такие вещи почему-то иногда лично меня вот прям хочется собрать все. Такое острое желание, дайте мне это. Даже забиваешь на сюжет иногда. Прям, вот особенно там, если зацепит какая-нибудь. Особенно когда не просто зацепит, а когда есть эффект. Есть какая-то хрень, которая дает тебе какие-то бафы. Если такое присутствует. Какой-то баф тебе. Вот собираешь, и тебе дается плюшки. За это. Это вообще прям... Хочется прям все собрать. Единственная проблема, которая возникает при этом. В какой-то момент может просто доесть вообще все. Например, как в не очень хорошей игре. Zach, we need to get to Greenvale Forest Park. Когда при It's прохождении apparently quite a distance, so check the map. первой самой локации я собирал фактически все. А в третьей локации я понял, что все эти действия будут повторяться всегда, везде, без изменений, на протяжении всех локаций. Какую локацию не взять, это все. И меня просто... Ну, просто надоело, да, и... Поэтому, как бы... Игру я закинул. Это такое вот. Негатив. Но опять же, в том же Ведьмаке 3 я собрал все. Поэтому сразу видно, что Ведьмак 3 получше игра, чем во всех аспектах, чем Dragon Age. Ну, собственно, здесь есть гонки. Миллиард всего. Вот, например, гонки. Причем гонки такие жесткие. Просто разносим все. Разбиваем все, что видим. Гоняем по подъездной дорожке в больничке. Не только в больничке. Опасно. Плохо, да. Причем эта гонка, она не просто так. Опять же. Это не очень очевидно. Но на баскетбольной площадке там вот можно на карте было увидеть очередную зеленую карточку. Если пойти к ней просто так, вот это самый эпичный момент. Я немножко не вписался.
Но если пойти к ней, там будет закрытая дверь. Ее никак не открыть. Просто закрытая дверь, никак не обойти. И опять же возникает вопрос, типа, как ее открыть? Вы миссию прошли. Больница. Все равно будет закрыта. И ответ в том, что надо выиграть гонку. Надо просто выиграть гонку, и тогда дверь просто исчезнет. Или просто, ну, появится дыра в заборе. Просто так, из ниоткуда она просто исчезнет. Часть забора просто исчезнет. Замечательно. Ну, поразительно во всех вопросах. Как это, до этого можно вообще додуматься? Что нужно выиграть гонку какую-то. Чтобы открылся. Тут, кстати, доехать. Zach, is there something here that you want to check out? Well, just do as you please. We can head to the forest later. Просто доехать, да. Далеко бежать. Как можно до этого додуматься? Zach, we need to get to Greenvale Forest Park. Спокойно. It's apparently quite a distance, so check the map. И это нахер не нужно. Блин. Могу удержаться. Сейчас бы поехал бы на следующую. Всегда это собираю. Ну реально, ну честно. Эти вот коллектаблс. Кстати, помню, в какой-то игре была тоже поездки на машинах. Вот не помню в как. Я носит. Я вот сейчас Йорк просто вышел из машины. Вышел. Одна кнопка. А в какой-то игре вот этой части забора, кстати. Или этой, или вон. А в какой-то игре просто надо не просто выйти из машины. Ну, как бы. При выходе из машины там тоже был бензин. Там при выходе из машины, если вы не заглушили двигатель один, причем слышно, что он работает. Она не просто так, она именно работает. Если вы не заглушили двигатель, вы как бы потеряете весь бензин, когда придете. В какой же этой игре было, по-моему? В Кенусе. Точка кипения. Бессонный Брайан. Замок. Так. Опять же, сейвы лишние не бывают. А, только я машину оставил, да. Что, тут можно взять другую. Не страшно. Нам вроде как дали одну машину, но на самом деле все полицейские автомобили можно. Потому и ключ называется мастер-ключ. Можно... Zach, we need to get to Greenvale Forest Park. It's apparently quite a distance, so check the map. Вид от первого лица. Зачем он здесь? Он же... Ну, при том, что он вот такой вот. О, сделали. Фичу.
разговорами потом. Сначала карта. Никто не нарисует вам маршрут. Потому что хотите заехать. Если тут вообще показатели нету. Просто нету их. Как хотите, так и живите. Никаких маркеров нет. Как доехать до вода? Нормально, нам вот сюда. Это не самая лучшая часть. Она достаточно такая реалистичная. Вообще эта игра очень хочет быть такой более реалистичной. Здесь вот повороты, пары и так далее. Но при этом иногда это просто становится скучно. Представьте, доехать вот до сюда, это 6000 ярдов. По неизвестному вообще маршруту. Так, то есть нужно реально строить маршрут. Не очень эффектный геймплей, скажем. Пускай вот эти поездки на машинах, они не раздражают. То есть машина, ну как бы она едет вперед. Нормально едет. Может быть, не столь быстро, как тахометр, спидометр-то здесь ого-го, а по сути едем-то мы не очень. 45. Оп. Карта. А где, собственно? Ну, на карте не видно нужный. А, вот. Да, нам нужно. Да. Приходится так ориентироваться, ничего не поделаешь. Но, что самое интересное, у этого салона поскольку, наверное, здесь он есть. А в первой редакции такая GTA5 и салона не было. Поэтому там руль вообще там. И PS3 руль не двигался. Двигались руки по рулю. Здесь же руль вот. Ну, правда. Стой. Собака что. Уже в PC-версии сделали первого лица и все такое. Все-таки. Speaking of 80s movies, one jewel in the rough springs to mind. Ой, они туда поехали. Deadly Spawn. Do you remember that one, Zach? Back in '83, directed by Douglas McCown. Right, it was filmed pretty cheap, but still it was pretty good. The monster design with the mouth crammed full of teeth, I loved it. So many delicious B-movie cliches. Did you know that they made a sequel? But I never got to see the sequel. The rental store didn't have it for some reason. They said the staff for the sequel was totally different from the original. Wonder how the sequel turned out.
You know, the monster in that one responded to sound. Wait, Zach. Sounds a lot like the movie Tremors. I think that one was back in '89, directed by Ron Underwood. Now that was a great role for Kevin Bacon. Прям тут, кстати, про дрожь земли и все такое. Прикольный был. Первая его часть, правда. Ой, четвертая, наверное, с ружьем. Их уже... Они уже при своем выходе были, но такими. Было в них что-то достаточно неплохое, но при этом сказать, что это отличное кино. И снимать 6. Вы хотели снять сериал, но забили. Половина пути уже проехала, вот, даже за длительную дистанцию нам накинули. Накинули деньжат, типа, как такси. Как далеко проехал, на тебе. Еще. Ну, да, это, наверное, самое скучное. Тут подстава. Можно включать какой-нибудь музончик. Хороший. Радио нет, кстати. Да. Вот единственное, чего нет в игре, по-моему, это радио. Как же так? Почему не добавили радио? Tremors. I think Fred Ward was in it. You say Fred Ward, and I say Remo Williams, The Adventure Begins. That one was back in '85, I think. Directed by Guy Hamilton. Guess Hamilton was aiming to start a series like 007, but it had no sequels. A real shame. Do you remember the martial arts they used in that film? Called Senanju? The ultimate in martial arts, using no weapons at all. Remo's master Chun ran across water, remember? And he loved soap operas. Man, that was a good character. He was played by Joel Grey, the best supporting actor in Cabaret. Of course, in Remo, he had so much makeup on, you couldn't tell. Конечно, сейчас в каких-нибудь гонках... раньше для меня, типа, гонки на клавишах не было. Окей. Что делать? Как, привыкали, как ездили. Далее. Конечно, ну, именно в гонках. Здесь вот просто так, на расслабоне. Это прям какой-то... какая-то адская боль. Понимаешь, насколько все это плохо. Как ничего. Нормально не управляется. Здесь такой проблемы, что машин-то очень мало. Кстати, у нас такая скорость, такое ощущение, что здесь стоит какой-то имитатор, который не позволяет больше там 40-50 скорости. Но, по-моему, такой кнопки здесь 11-27. То есть, вот у нас есть срок, как действует квесты, есть срок. Можно во время этого срока делать все, что хочешь. Ехать куда хочешь, ну, обычно. Можно там рыбачить, делать доп-квесты и так далее, но ты должен вот как-то ложиться. Во время. Мы приехали 11:30 по нам. Гринвильский лесной парк. Жатва. What are you playing at? You tell us to come here, and you keep us waiting.
Is this the way the FBI treats their own people? Hello, Жал George. как мог. I just had some things I have to do. You really are pushing it, you know Еще that? немного I'm sorry if I покатался upset в you, гонках, but it was перепрошел important миссию, stuff. но это... To me, at least. That isn't the issue here. We are in the middle of a homicide investigation. He's not listening, George. I think we both know by now how little he thinks of other people's feelings. I'll be more careful from now on. I promise. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. It's what everyone calls me. And you are Jim Green? That I am, son. I keep these woods. Джим Грин, смотритель зоопарка. Well, you're doing a fine job. Well, I used to be a tree surgeon. And these two discovered the body? Yes, my grandchildren, Isaac and Isaiah. Айзек Инграм нашел тело Анны. Зая Инграм тоже нашел тело. Zach, you see that? Twins. Just like in my dream. We gotta keep an eye on these two. I'm sorry. Could we talk away from the boys? I want to help your investigation, but I don't want them to hear this. Very well. Emily, Они уже много чего please. видели. I'll just take them over there then. Ничего страшного. Thank you. Hold on. Don't do anything without asking me. These children were the first to witness the crime scene. I want to talk to them. Come on, they're just kids. They have no idea what really happened to Anna. That doesn't matter. You agree with me, right, Zach? How heartless. Do you ever think of other people's feelings, ever? Emily's right. That's stone cold, even for the sake of investigation. Children see things in pure, simple terms. They may have seen something we adults would never spot, and they are here at our request as well. We could at least chat with them and see if they want to make a statement. Are you serious? I never joke about matters like this. Oh my God. Don't worry. They aren't as fragile as you think. Look at them, standing so upright there. Поболтаем. Now then, Isaac, Isaiah, tell me, Даже так реализовано. what did you find here? Anna, she was so pretty. She had a red dress on. Her hair was shining. Bright gold hair. There were lots of animals around her. Squirrels, weasels, and a snake. A real snake. We didn't know until then. But we know now. Anna was the fairy of the forest. She was a goddess. She smiled when she saw us. She looked so happy. That's right, Isaac. Isaiah. She was a fairy. A goddess. I'm sure she is playing with those animals even now. Of course she is. Yeah, of course. Most useful information, boys. Well, Emily, you can take them now. Okay, Zach. This is where Anna's body was. And that means our unsub, our unknown subject, was here too. So, what happened here? Без раскурки. Zach, something is still missing. We need more clues. Опять же, небо поехало жить своей жизнью, как мы видим. Интересно, другие этого типа не замечают? Капец. 4 зацепки. Как и карточка. Никого не смущает, что мы делаем вот так.
Нормально, Сань. Итак, это карточка той самой Анны Грэм. Логично. Она есть. Так. Идемте осматривать место. Был найден труп. В принципе, осматривать тут не очень много. Локация, скажем так, не очень большая, но при этом все найти. Щепка покрыта ржавой пылью. А, значит, профилирование это только время. Тянет время. Лучше все найдем. Все по деревьям разлеталось, в гнезда залетело и ждет, пока мы все это найдем. Здесь вот туфля оказалась на дереве. Не туфля, а шпилька. Кто-то специально, что ли, распихал шпильки? Поражение жилета с вырезом. Примятая трава, возможно, это улика. Еды. Вот теперь поехали. Haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan, I see what happened here. He hung her from the tree and put on her shoes. He was really enjoying it. A sicko. And he knelt down. Disgusting. Не очень он его слушает, если... Как можно заметить. George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. Местный тролль. An idea being interesting doesn't make it fact. Иногда очень. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zach, what was he doing in front of Anna? Now I get it. He was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The unknown subject
offered prayers to Ernie's body, with its bitten-out tongue and massive body wound. Once dead Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. The old lumber mill. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Собственно, конец еще одной главы. Следующее пройдет на лесопилочке. The lumber mill is pretty far from here. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. Так. Тут первое и пятое место. Но к месту, хотя это спойлер. Знаем что. Эх, эти названия. Ладно. Сегодня все. Игра вроде работает. Так что продолжим до того момента, как она сломается, опять же. Если она не сломается до конца, что ж, я буду очень... Ну, сомнения пока большие. Очень большие. Так что посмотрим, что будет в следующий раз. А на сегодня у нас все.
Здесь. В следующий раз все тоже будет. Ой. Хорошо. Еще услышите.